Всем здравствуйте! С вами Алла, и сегодня мы с вами смотрим общий расклад «Какая женщина потеряла из-за вас покой?». Итак, это колода первый вариант, это колода второй вариант. Смотрим сигнификатор первого варианта, семерка мечей. Ребят, речь идет о том, что здесь у вас как-то идут войнушки на сейчас в отношениях. Да, здесь два партнера эгоисты. Каждый пытается играться в какие-то свои манипуляции, в свои игры. Значит, смотрите, женщина достаточно воинственная. Женщина может быть с мужским типом характера. Здесь человек, который привык управлять, привык навязывать. Здесь женщина по характеру вот как мужчина. И где-то вы вдвоем начали войнушки, типа кто кого. Кто кого перемолчит, кто кого переговорит, кто кем больше сманипулирует, кто кому сделает больнее. Ну, в общем, как-то, ребят, знаете, здесь про то, что на сейчас здесь нет честности. На сейчас здесь больше про продавливание личных границ друг друга. Женщина здесь такая, с короной на голове. Все должно быть так, как вот ей хочется. Да и мужчина тут такой же. Вы тут похожи. Знаете, расклад говорит о том, что вы здесь друг друга стоите. Вы вдвоем здесь привыкли, что только правда на вашей стороне, и все остальные должны подчиняться вашей правде. Но так не бывает. Как правило, когда вы начинаете кого-то под себя прогибать, человек начинает либо брыкаться, либо мстить, либо вы просто расстаетесь. В первом варианте здесь история про то, что женщина не готова с вами расставаться, но с учетом, что у нее здесь очень такой вредный характер, здесь женщина будет мстить или уже мстит. Расклад общий, поэтому у каждого из вас это будет отыгрываться индивидуально. У кого-то месть может отыгрываться в том, что, может быть, у вас уже новые отношения, и она будет пытаться испортить эти новые отношения, выходить на связь с вашей новой женщиной, рассказывать какие-то гадости про вас. У кого-то может отыграться, что если между вами есть, например, у вас есть дети, то здесь может быть как наговаривание на вас различных каких-то глупостей и гадостей. Человек может вам портить репутацию на работе, если она имеет туда доступ. Может портить вам репутацию среди вашего круга знакомых, если он у вас есть. Ну, то есть тут уже сами думайте, потому что я вам предложила несколько вариантов интерпретации для общего расклада, а вы там уже сами думаете, как конкретно в вашем случае женщина может вам мстить. Давайте спросим, а для чего ты пытаешься мстить? Вот что ты этим хочешь добиться?
Ну, во-первых, ей тут, конечно, за что-то обидно, очень сильно обидно. Тут она считает, что вы ее как-то обидели. Здесь что-то со словами связано, с речью. Может быть, вы какие-то сказали очень неприятные вещи и еще сказали при ком-то. Вполне возможно, что вы сказали это при ком-то. Может быть, при детях или при общих каких-то знакомых. В общем, где-то вы при ком-то ее то ли оскорбили, то ли унизили, и она этого не может простить. Какие у тебя чувства на сейчас? Победить во что бы то ни стало. Так, ладно, это понятно. А вообще у тебя любовь есть? Знаете, здесь женщина как бы говорит, что после того, что он сделал, о какой любви тут может идти речь? Видимо, женщина здесь от мужчины ожидала извинений. Или ожидала, что мужчина сделает какой-то шаг. А мужчина, видимо, не извинился или не изменил ситуацию, в которой вот женщина себя почувствовала обиженной и униженной. А с учетом, что характер здесь, мягко говоря, не очень, то, конечно же, она здесь будет мстить. Здесь, если бы мужчина у нее попросил прощения или как-то бы сгладил вот ту ситуацию, из-за которой вы расстались или поссорились, то, в принципе, здесь могла бы еще идти речь о примирении. Но пока мужчина будет сидеть и ждать, что она придет или там она что-то поймет, нет. Женщина здесь очень упряма. Знаете, здесь будет сидеть страдать, но не пойдет. Здесь не пойдет мириться, потому что считает, что мужчина ее обидел. Здесь нет речи про измены. Объясняю для тех, кто не понимает, что такое общий расклад. Общий расклад – это не для кого-то из вас лично. Поэтому, если я говорю, что в этом раскладе идет речь только про то, что вы расстались, потому что мужчина как-то обидел женщину, значит, не лепите сюда то, что лично у вас ваша женщина вам изменила. Вы тут вообще ни при чем. Повторюсь, это не личный расклад. Поэтому, если вам ваша женщина изменила, значит, вам этот общий расклад не подходит. Вот и все, точка. Поэтому слушайте внимательно, когда вы смотрите общий расклад. Так, единички, на этом все. Кому расклад понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Вы можете меня заказать прогноз на личные отношения, гадания на личные отношения, на финансы, на здоровье, на перспективы, прогноз на год и так далее. Поэтому можете обращаться по любым вопросам. Итак, второй вариант. Пятерка пентаклей. Женщина страдает. Так, от чего ты страдаешь? Здесь чего-то ждала и не дождалась.
ждала какого-то от вас предложения. Ребят, расклад общий, поэтому предложение у всех вас будет отыгрываться по-разному. У кого-то она ждала предложения сходить на свидание. Но, например, вы до сих пор никак не можете выбраться на свидание. У кого-то она ждала предложения съехаться вместе и жить в одной квартире. Но вы по какой-то причине не можете или пока не хотите. У кого-то она ждала предложения руки и сердца. Но, видимо, так и не получила. А у кого-то, может быть, вы женаты, это ваша любовница. И женщина ждала, что вы уйдете от жены, но вы так и не ушли. Поэтому на сейчас женщина воспринимает то, что происходит между вами, как какой-то кризис, ступор. Вот как будто человек, не знаю, уперся головой в стену, и он не понимает, как дальше быть. Потому что, с одной стороны, женщина не хочет с вами расставаться. Здесь человек с вами строит планы на будущее. Десятка чаш – это про то, что она планировала с вами иметь семью. С другой стороны, десятка мечей – это про то, что в ваших отношениях есть что-то то, что она понимает, что нет перспектив. Что в будущем ей с вами ничего не светит. Ну и, соответственно, человек не понимает, зачем ей оставаться в этих отношениях, если там нет перспектив. Что ты будешь делать? Башня. Ну, она либо уже ушла, ребят, из отношений, либо планирует это делать. Смотрите. Значит, расклад подойдет, знаете, для кого? Если вы знаете, что в ее жизни есть еще один мужчина, это может быть ее бывший муж, либо какой-то поклонник, который хочет с ней быть. И по сути у женщины действительно есть выбор. То ли человек, который к ней проявляет реально живой интерес, и здесь действительно он не может предлагать замуж или вернуться обратно, если это ее бывший, то ли выбирать вас, где ничего не понятно и нет никаких перспектив. Женщина находится в каком-то таком подвешенном состоянии, когда непонятно, что делать. А кого ты любишь больше? Бывшего или нынешнего? Ну, смотрите, вам она не верит, потому что, видимо, вы уже ее обманывали. Видимо, вы уже что-то обещали и не выполнили. И вам она уже не верит. К бывшему, как бы ей тоже не сильно хочется возвращаться. Хотя мужчина, кстати, он очень в ней заинтересован.
Бывший как раз руками и ногами хотел бы эти отношения вернуть. Другой вопрос в том, что на вас выпадает 4 мечей. Это про то, что женщина все-таки ждет, что вы проснетесь. А что ты ждешь? Ну, что мужчина осознает, что вы осознаете ее ценность, что вы поймете, что вы хотите с ней быть. Она все-таки надеется на то, что у вас к ней есть чувства. Поэтому женщина вам дала какое-то время. Не знаю, расклад общий, поэтому у кого-то женщина могла вам вслух говорить, что там, например, ну давай там подождем пару месяцев. Там ты разберись с собой, а я там разберусь с собой. А у кого-то отыграется, что она вам ничего не говорила, а просто как вы расстались, и как бы сейчас у вас тишина. Ну, то есть как бы подвешенное состояние, когда вы ни о чем не договаривались, но дверь полностью вы не закрыли друг другу. Поэтому, двоечки, вот такая у вас история во втором варианте. Кому расклад понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram.